Привет из Турции! Я приехала отдыхать в пятизвездочный отель Сихер Сан Палас. О нем почти нет нейтральных отзывов. Его либо очень хвалят, либо сильно критикуют. Меня это заинтриговало. Я решила проверить, какой он на самом деле, и покажу это вам. Для чистоты эксперимента я приехала в самый разгар сезона. Сейчас отель заполнен на 100%. Давайте выясним, какой он. Отель Сихер Сан Палас расположен в Сиде, на третьей линии от моря. Он делит территорию с двумя другими резортами той же сети. Их инфраструктурой пользоваться можно, но в рестораны и бары заходить нельзя. Питаться разрешено только в том резорте, куда вы купили путевку. Отель Сихер Сан Палас построен в 2011 году. Заметно, что за 10 лет его почти не обновляли, хотя техника и мебель в нем достаточно современные. Территория у отеля не слишком большая, но на ней поместилось все необходимое. Есть просторный бассейн, бар на улице и в лобби, развлечения для взрослых и детей. В течение дня аниматоры проводят спортивные игры и занятия, а по вечерам устраивают небольшие шоу для детей. На первый взгляд Сихер Сан Палас почти не отличается от других бюджетных пятизвездочных отелей Турции. В этом отеле много развлечений, скучать здесь точно не придется. Вот, например, есть теннисный корт, здесь же баскетбольная площадка, еще есть спортзал, хамам, сауна. Сейчас все покажу. На корте можно играть бесплатно. Ракетки и мяч дают на прокат. В игровой комнате можно бесплатно пользоваться настольным теннисом, а вот автоматы уже за деньги. Жетон на одну игру стоит $1. Тут действительно большой выбор, понравится и детям, и взрослым. Бильярд тоже платный. В разгар сезона в игровой комнате ажиотажа не было. Туристы предпочитают бесплатные развлечения. За все время я встретила тут лишь несколько детей. В баре у бассейна и в лобби гостям на все включено предлагают напитки турецкого производства. Выбор достаточно скромный. Чай, кофе, газировка, сок, похожий на юппи. Из алкоголя, пиво, вино, несколько крепких напитков. Большинство коктейлей готовят с водкой. Также в концепции отеля на ультра все включено прописаны бесплатные импортные напитки и свежевыжатые соки. Но их почему-то не оказалось. Еще в отеле Сихер Сан Палас есть спортзал с тренажерами и крытый бассейн. Ими можно пользоваться бесплатно. Крытый бассейн в отеле работает даже летом. Здесь есть детская зона и обычная для взрослых. В отеле работает спа-центр с хамамом и сауной. Гости, отдыхающие на все включено, могут пользоваться им бесплатно. За деньги можно дополнительно заказать массаж или спа-процедуры. Тут вам все сразу расскажут. Для детей в отеле Сихер есть игровые площадки с горками и отдельный бассейн. В середине дня у бассейна предлагают мороженое. В наличии обычно 1 или 2 вида. Еще есть фрукты и бутерброды. Правда, они почему-то были не каждый день. Давайте посмотрим номер. Мы бронировали стандартный номер, но бесплатно повысили категорию до семейного. Отель сейчас заполнен, я думаю, просто дают, что есть. На входе большой шкаф из 3 отделений, здесь большое зеркало. И внутри с одной стороны вешалки, с другой здесь тоже отделение с вешалками, ящички. Там просто полки. Здесь сейф, он платный. Здесь у нас ванная, она просторная, туалет, раковина и душевая кабина. Все просторное, чистое, приятное. Из прихожей мы попадаем в первую комнату. Номер рассчитан на 4 человек. Здесь 2 кровати, я думаю, это детская. Между ними тумбочка. Здесь свой кондиционер. Напротив телевизор. Флешка втыкается, русские каналы тут есть. Комнаты разделены дверью, ее можно открывать-закрывать. Здесь вот у нас основная комната, здесь еще один кондиционер. Это основная кровать. Здесь такой столик с полочками и там еще тумбочка. Здесь такая зона полки, чайник, чай, кофе. Тумбочка с ящиками, еще один телевизор и вот здесь мини-бар. В мини-баре у нас бутылка воды и несколько коробочек сока. Здесь еще одна такая зона с зеркалом, стол, стул и вот здесь кресло.
Вообще номер просторный, светлый, приятный. Видно, что мебель не новая, но зато все работает, он такой чистый, прибранный, все хорошо. Давайте выйдем на балкон. Здесь просторная зона отдыха со столиком и стульями. Вид из моего номера на соседний отель. Как раз на то место, где проходят вечерние шоу. Их было слышно, но развлекательная программа заканчивалась в 22 часа. Море с балкона не видно. Из минусов это балконы расположены очень близко друг к другу, и получается, что соседи, они как бы вот. Не хватает немножечко приватности, не помешали бы перегородки. Еще у меня есть замечания к горничным. Убирались они не слишком добросовестно. Не то чтобы совсем плохо, просто мне кажется, что они справлялись со своей работой на троечку. Но в целом номер неплохой, правда? А сейчас мы идем на обед, посмотрим, чем кормят на шведском столе. Еда на все включено в отеле Seher Sun Palace оказалась не слишком разнообразной, но в целом неплохой. Шведский стол организован достаточно удобно. Туристы сами берут холодные закуски, салаты, десерты и фрукты, а горячие блюда и напитки раздают повара. Из-за этого иногда приходилось постоять в очереди. В ресторане нужно носить маски и перчатки. За первым никто не следил, а вот наличие перчаток иногда контролировали. На гарнир в отеле Seher всегда готовили рис, макароны и 2-3 блюда из овощей. Из горячего предлагали курицу, говядину и рыбу. Сегодня их готовят в одном виде, а завтра немного иначе. Но в целом ничего не меняется. К обеду всегда есть свежий хлеб и суп. А вот традиционной выпечки, которую часто готовят в отелях Турции, тут не предлагали. Пиццу тоже не пекут. На столе с холодными закусками всегда несколько салатов и нарезки свежих овощей. Еще пара видов сыра, жареные кабачки и баклажаны, холодная рыба или курица, оливки и немного солений. Выбор не слишком большой, но плохим я его точно не назову. Замечания у меня только к чистоте и официантам. Несколько раз мне попадались не слишком чистые тарелки и кружки, да и сам ресторан стоило бы убирать чуть усерднее. Из фруктов в разгар сезона давали яблоки, груши, сливы, арбузы, виноград, иногда дыни. На десерт предлагают турецкие пирожные, пудинги, рулеты с кремом и печенье. Я бы не сказала, что здесь очень большой выбор блюд, но готовить все равно вкусно и всегда можно что-то найти. Я себе, вы смотрите, какой большой набор собрала. Здесь много овощей, грибочки, даже рыба. Попробуем. Мне нравится. Еще в нашем отеле есть кондитерская. Здесь написано, что она работает с 10 до 12 и с 2 до 5. Я обожаю тортики, поэтому сейчас я пойду в кондитерскую и посмотрю, что там готовят. Я отдыхала в отеле достаточно долго, но каждый раз в часы работы кондитерской меня ждала одна и та же картина. Витрина есть, кофемашина в наличии, но вот официанта и людей за столиками не видно. Как попросить сладостей, непонятно. Я видела, что туристы заходят за барную стойку через служебную дверь, открывают витрину и берут сладости. Мне показалось это негигиеничным и странным. Да и десерты выглядят непривлекательно. Короче говоря, так и не поняла, зачем тут кондитерская. А теперь мы отправляемся на пляж. Отель находится на 3-й линии, и к пляжу нужно идти вот по такой дорожке. Здесь рядом течет река, а в реке есть черепашки. Черепах можно увидеть до обеда. Они совсем не боятся внимания и обожают вареные яйца и сыр. На море можно попасть не только по этой дорожке, но и через территорию другого отеля – Seher Resort & Spa. В нем я отдыхала несколько месяцев назад. Ссылку на обзор оставлю в описании к видео. 3 отеля Seher делят между собой один пляж. Но даже в разгар сезона это вовсе не проблема. Территория у него широкая, лежаков всем хватает. Над пляжем установлены тенты.
Пляжные полотенца дают бесплатно, а если вы хотите его поменять, за это уже придется заплатить. Пляж очень широкий, он рассчитан на 3 отеля, здесь много лежаков, места хватает всем, вообще никаких проблем с этим нет. Хотя отели сейчас заполнены на 100%. Это первый пляж от реки, но можно уйти туда, гулять по песочку очень удобно, и заход в море плавный, даже детям будет комфортно. Пляжи Сиде в районе Эвринсеки, где расположен отель Сихир Сан Палас, вообще очень хорошие. Их называют одними из лучших в Турции. Вода тут чистая, береговая полоса широкая, а для любителей водных развлечений работают вот такие центры. Мне очень нравится мягкий песок, по которому удобно гулять. В какой бы отель в этом районе вы ни поехали, пляжем вы точно будете довольны. Еще в отеле Сихир Сан Палас есть пляжный бар. Из напитков тут только вода, газировка и пиво. В течение дня в определенные часы тут пекут турецкие лепешки гёзлеме и предлагают простые закуски. Здесь есть фрукты, овощи и хлеб. Вдоль всего пляжа тянется длиннющий променад, он усажен пальмами, зеленью, цветами, фруктовыми деревьями. Тут бегают котики, а по вечерам ежики. Променад в Сиде тянется на 7 километров. Любители прогулок его точно оценят. Тут можно укрыться от жары в тени деревьев, полюбоваться морем и просто погулять в приятной курортной атмосфере. Автомобильная трасса проходит в стороне от отелей, поэтому воздух здесь идеально чистый. А еще тут много цветов, фруктовых деревьев и дружелюбных котов. А сейчас мы идем на ужин. На шведском столе предлагают почти то же самое, что и на обеде. Просто некоторые блюда приготовлены немного иначе. Например, днем курицу жарили, а вечером запекли под сырной корочкой. Рыба на обеде была пожарена целиком, а к ужину ее сварили с картошкой. Салаты тоже приготовили из тех же самых ингредиентов, просто смешали и порезали их уже иначе. Вообще мне показалось, что в отеле Сихир Сан Палас работает 2 смены официантов и поваров. Первая относилась к своим обязанностям достаточно халатно. Повара готовили однообразную еду, официанты не любили убирать со столов грязную посуду, а уборщицы не слишком усердно мыли полы и посуду. А вот вторая смена трудилась добросовестно. Иногда мне казалось, что 2 дня я провожу в одном отеле, а следующие 2 уже в другом. Настолько ярким был контраст. Больше всего мне понравился стол с холодными закусками и овощами. Они всегда были вкусными. А еще за ними почти не приходилось стоять в очереди. Еще был неплохой выбор фруктов. Они всегда одни и те же, но так бывает во многих отелях. Десертный стол почти не менялся. Выбор всегда был приятным. Думаю, сладкоежкам он должен понравиться. Из алкоголя предлагали вино и пиво. Его наливали заранее. Официанты в этом отеле никогда не разносили напитки. Ночи в отеле Сихир Сан Палас проходили спокойно. На его территории нет вечерних развлечений, поэтому было тихо. Соседей я слышала, но так бывает во многих отелях Турции. Теперь мы идем на завтрак. Посмотрим, чем кормят. На шведском столе есть 2-3 блюда из яиц, тушеные овощи и фасоль, помидоры под сыром и картошка фри. Каждый день пекут блинчики. А вот пончиков, круассанов и другой выпечки почему-то ни разу не было. На завтрак в отелях Турции по традиции предлагают оливки и соленья. Обязательно есть свежие овощи и зелень. В отеле Сихир Сан Палас чаще всего были помидоры, огурцы и морковь. Еще есть 2-3 вида колбасы и около 5 сортов сыра. Все турецкое.
Если вы любите сладкий завтрак, для вас есть хлопья и йогурты. Еще фрукты в сиропе, несколько видов джема, мед и шоколадная паста. На десерт изюм, рахат-лукум и халва. В целом питание хорошее, горячие блюда готовят вкусно. Просто выбор не очень большой. В отдельном видео я сравнила питание в бюджетных и более дорогих турецких 5-звездочных отелях. Сейчас перед вами появится ссылка, посмотрите, прежде чем покупать путевку. Вы удивитесь, каким может быть шведский стол в Турции. Отель Сихер Сан Палас такой же противоречивый, как и отзывы о нем. Как только я в него заселилась, он мне не понравился. Мне показалось, что здесь недостаточно хорошо убирают и питание достаточно скромное и неразнообразное. Через пару дней как будто сменилась смена сотрудников, и отель словно изменился. Стало гораздо чище, и еда в ресторане стала вкуснее и разнообразнее. Я не знаю, как так вышло, но у меня осталось о нем противоречивое мнение, потому что он совсем стал на себя не похож. Я не буду вас не отговаривать в него ехать, но не буду его и советовать. Посмотрите мой обзор и решайте сами. Поддержите меня лайком, я очень старалась для вас. И обязательно подпишитесь на мой канал. Впереди еще много интересных обзоров отелей и не только. Пока!